Добрый день! С вами радио «Альманах», «Культурный шок», и в студии Федор Бирюков, политический обозреватель, поэт, музыкант. И я, Любовь Цыганова. Наш прекрасный соведущий Максим поехал в отпуск, и мы ему желаем хорошо отдохнуть, чтобы было все прекрасно, и хорошего солнца, теплого моря, и чтобы было все прекрасно. А сегодня мы с вами поговорим, мы долго думали с Федором, о чем же поговорить, и поняли, что есть тема, которая заботит всех, потому что она заботит абсолютно на разном уровне, на повседневном, на политическом. Это тема будущего. И как раз вообще с будущим связаны же всегда наши какие-то чаяния, надежды. Мы его хотим приблизить или наоборот отдалить. У нас есть контингент, который ходит к гадалкам, чтобы узнать, что будет, заказывают астрологические прогнозы, чтобы узнать, как сложатся звезды в каких-то историях. Философы занимаются будущим, поэты пишут про будущее. И как раз такая тема у нас сегодня глобальная про футуристов и футурологов. И как раз, я думаю, Федь, да, мы с тобой начнем с того, что вспомним старика Тофлера и поговорим немножко сначала про него. И я думаю, наверное, вспомним и других мыслителей и поэтов, которые смотрели с открытыми глазами или, может быть, не всегда, на то, что будет и что грядет. Вспомним все. Вспомним все. Я хочу сразу, наверное, сделать такую ремарку, что Тофлер писал свои работы не вчера и даже не позавчера. Это 70-е, 80-е годы, основные его работы, это третья волна, да. И шок будущего. И, наверное, вот мы начнем с Тофлера, а дальше, в общем-то, как у нас уже получится. Прекрасно. Вот, Федь, я знаю, что ты, если не поклонник, то, по крайней мере, вот, знаешь Тофлера, и как раз многое, о чем он писал, как-то сбылось. Этим он и интересен, и чрезвычайно интересно, и своевременно прочитать Тофлера именно в наше время. Книга «Шок будущего», изданная, первое издание, 1970 год. Сегодня мы понимаем, что это действительно была качественная правительская визионерская футурология, то есть та футурология, какая и должна быть. Он многое не то что угадал, он просчитал это, потому что там представлены логические, даже технологические выкладки, как все это будет. Чрезвычайно важно. Мы можем только представить ту иронию, с которой тогдашние читатели встретили эту книгу. Ну, она вынуждена американоцентрична, он в большей степени рассказывает про американскую ситуацию того времени. И, конечно, допустим, для советского читателя, если бы он прочитал эту книгу тогда, она была бы вообще непонятна. Это про какая-то даже не научная фантастика. Но хочу обратить внимание, что очень комплиментарно Тофлер отзывается о том Советском Союзе. Там есть моменты, где он буквально с уважением описывает те или иные достижения науки и даже, кстати, экономические определенные моменты, что тоже удивительно для нас. Мы привыкли считать, что там, на Западе всегда презирали советскую экономику. Это абсолютно не так. Были достижения, которым завидовали даже такие это американцы. Но самое важное, еще раз повторю, это то, что он многое предвидел. Давай попробуем выделить, что это. Сама формула «шок будущего», на мой взгляд, это как раз то, что мы переживаем сегодня. Ну, конечно, это состояние такого стресса, и дезориентации. Почему? Он отвечает. Потому что мы не успеваем обрабатывать эти массивы информации. За время с момента написания книги скорость информационных потоков многократно возросла. То есть он описывал только начало процесса. Сегодняшний, я думаю, он даже не предполагал в полной мере, до какой скорости это дойдет. И сегодня шок будущего только нарастает, турбулентность расширяется. И это как снежный ком идет, потому что помимо информационных потоков, мы видим, они зависят в том числе и от технологий, которые тоже развиваются очень быстро. И
Если раньше глобальные какие-то вещи появлялись, если не раз в поколение, то примерно так, и люди успевали адаптироваться, то сейчас происходит обновление настолько быстро, что человек действительно дезориентирован в этом пространстве, и, во-первых, огромный поток информации, а во-вторых, каждый раз появляются какие-то новые технологические истории. И плюс это сказывается на том, что, мы все знаем эту историю, что если сейчас достать старый мобильный телефон, у меня вот есть старый мобильный телефон, наверное, даже можно найти зарядку и зарядить. Этому телефону много лет, наверное, первому моему телефону лет 25, примерно 26, и он будет работать. Он падал, по нему, как говорится, его там швыряли, кидали и так далее, с ним случалось всякое, но он работает. Это были вещи, которые работали десятилетиями. А потом происходит вот это быстрое потребление, то есть производятся вещи с более коротким сроком годности, потому что это заставляет вас каждый раз покупать все новое, новое, новое и новое. И вот уже мобильный телефон 26 лет не работает. Вы каждые 1,5-2-3 года вынуждены, в зависимости от менять что-то. Да? То есть это же тоже в том числе одна из идей Тофлера. Одноразовый мир. Он пишет и об одноразовом жилье. Мы знаем, что это так. Сегодняшние новостройки, не только в России, а во многих странах, передовых странах, они рассчитаны на гораздо меньший срок годности. Чтобы люди постоянно покупали, меняли, переезды. Тофлер воспевает такое новое кочевничество. Но потому что в то время, на заре глобализма, это еще представлялось и ему тоже достаточно в розовом цвете. Это было не так дорого. Еще не произошли те колоссальные финансовые коллапсы, которые потрясли на рубеже веков, в начале веков и продолжают потрясать цивилизацию, эту одноразовую цивилизацию. Не разгорелись те войны, которые инспирировала та же его страна, Соединенные Штаты Америки, и та степень падения в в неоглобализм, в новый империализм, или в пучину супериндустриализма, как он сам это называет, этого он еще не видел, он не предугадал. Это его слабый момент. Он думал, что будет все развиваться так, но в позитивную сторону. Оказалось, нет. Оказалось, что эти тенденции, которые означают прогресс, техническое развитие, высвобождение, в том числе свободного времени, денег и творческих импульсов, они при отсутствии правильного применения приводят к кошмару. Он об этом же, кстати, и писал. Он писал о том, что технический прогресс необходимо контролировать. Это очень близко, мне кажется, нашему коллективу, Авроре, проекту «Эра» особенно. Он писал прямо в 70-м году, что не каждое изобретение технически совершенное может быть полезно, и нужно просчитать возможный вред. И если этот ущерб неприемлем, можно отказаться от производства данного продукта. Революционная идея абсолютно. До сих пор так никто не думает. Я соглашусь, но такие идеи о том, насколько этично, насколько технологический прогресс может быть этичен и так далее, еще поднимались, как говорится, на заре 20 века, еще и конец 19-го. Большая разница. Да, безусловно. Этично или критично. Или критично. Но, тем не менее, насколько это изучение, развитие, производство чего-либо, создание чего-либо, какие будут иметь последствия. То есть об этом, кстати, у Циолковского, по-моему, тоже, которого можно считать таким где-то, если не футурологом, то смотрящим в будущее, потому что у нас космос всегда связан с будущим. Русский космизм классический, это футурология, конечно, в чистом виде. Который тоже задумывался о таких вещах. А возвращаясь к Тофлеру, конечно, это также описанный феномен просюмеризма, просюмера, когда у вас в одном лице, в одном субъекте соединяются две ипостаси – производителя и потребителя, этот синтез. И когда я первый раз вообще сама столкнулась с термином просюмер, я долго пыталась понять, тогда еще не были развиты соцсети в таком количестве, и не были мы все производители контента, но глобальные бренды тогда делали попытку очень интересную. Я думаю, Федь, ты помнишь историю, когда глобальные бренды говорили, что смотри, ты можешь купить простые кроссовки, но давай ты станешь создателем своих собственных индивидуальных кроссовок. Ты можешь выбрать форму, цвет, я не знаю, шнурки, еще что-то. Мы все это скомпонуем, и ты уже часть
как бы, да, ты уже что-то вложил в создание. Ты не только будешь потребителем, но ты и как бы ты уже и создатель этих кроссовок где-то. Ты же сам придумал рисунок, соединил цвет, фактуру и что-то еще. Это было лет много назад. Бренды часов очень часто с этим экспериментировали. Ну, чтобы просто сейчас не называть бренды, все вы знаете эти истории. Масс-маркет очень с футболочками очень часто. А потом все это развивается, и мы становимся, каждый из нас, не только потребитель, но и производитель. Ведь у тебя есть телеграм-канал? Мы знаем, что есть, да? То есть ты, с одной стороны... Конечно, он же указан в описании. С одной стороны, ты потребитель, а с другой стороны, ты производитель, да? И тут интересно, смотри, как меняется, да? То есть мы же стали что-то производить, не для того, чтобы, если раньше, например, ты был кузнец, а я была доярка, и мне нужны, я не знаю, что там мне нужен, там молоток, а тебе нужно молоко, то как бы я надоела молоко, ты произвел что-то, и мы с тобой поменялись. И вот как бы это была одна история, да, связанная с обществом, с хозяйствованием и так далее. А сейчас мы производим немножечко по-другому и потребляем, мне кажется. Как раз это вот эти волны, про которые он писал, да, переход от одного общества к другому тоже с этим связан. Да, этот переход состоялся, но, наверное, все-таки с обратным знаком. Я, честно признаюсь, мне близки больше те вот архаичные отношения кузнеца и доярки. Они более честны, более даже продуктивны, потому что то, о чем с восторгом пишет Тофлер, это появление бесконечно разнообразного продукта, одинакового, по сути дела, но отличающегося, может быть, да, просто именем производителя, это, кстати, и им понимается как проблема, излишнее разнообразие. Он пишет, что многие футурологи предрекают в формате антиутопий ущемление свободы выбора человека. А он говорит, нет, вот эта свобода выбора будет такой чрезмерной, что человек не захочет ее иметь. Это действительно так. Более того, значит, рассматривая проблему одноразовости, мы видим, что реальный выбор схлопнут. Выбора нет. Нам предлагается бесконечно широкий ассортимент однодневок. Иногда это симулякры, некачественные товары, потому что должен капитал постоянно воспроизводиться. И вот это таким образом происходит порабощение человека. Действительно, уже нет ни кузнеца, ни доярки в глобальном масштабе. Есть бесконечный двуликий Янус, потребитель-производитель, который на самом деле работает тупо на банки, на глобальные финансовые корпорации, которые суживают ему деньги, и он бесконечно отдает. Человек рождается, он уже должен на самом деле. Вот это каждая молодая мама знает это на бытовом уровне. Потому что, чтобы родить ребенка более-менее безопасно, нужно вложить капитал. И ты уже и родители, и ребенок это становится залогом. Если что-то идет не так, все, начинается обыкновенная человеческая трагедия. До гробовой доски. Человек умирает, и тут же за него расплачиваются его родственники, они уже должны, похоронной индустрии и так далее. Всем. Бесконечный сизифов труд. Вот к чему привело неправильное использование завоеванных в процессе 19-20 века свобод человека. Вот к чему привело абсолютно неосмысленное, безалаберное обращение с прогрессом, с экономическими возможностями. К тому, что мы все превратились в сизифов, не в Прометеев, не в атлантов, которые расправляют плечи, не в благородных тружеников свободного труда, а в сизифов, порабощенных процентом. Этого у Тофлера нет. Может быть, он даже и отрицал такую возможность, он был наверняка позитивистом в таком классическом смысле, но мы-то знаем, что чем дело-то кончилось, да? Мы-то этот фильм досмотрели. Он был прав в наиболее опасных тенденциях, которые сегодня развелись до максимума. Но мы все-таки, во-первых, в его произведениях видим действительно качественную, успешную футурологию. Мы понимаем, что можно поучиться высчитывать будущее так, как он, чтобы получить линейку модели. Он принципиально настаивал, что будущее складывается из ассортимента сценариев. Если мы берем, все силы, аккумулируем на создание единого сценария, мы уже проиграли. Должно быть несколько. И сплетение этих нитей судьбы
конкуренция образов будущего и рождает, значит, реальность, которая наступает завтра. Ну, в общем, да, тут сложно поспорить. Полигоны будущего, как он описывает. Давайте сделаем испытательные локации, деревни и города, где будут испытываться целые образы жизни, новые прорывные технологии. Кстати, вот как проверить неэтический момент. Там, это мы, значит, клонирование плохо, потому что мы, значит, дескать, в дела Бога вмешиваемся. Нет. Напротив, мы просто смотрим, как процесс может к чему привести. Если мы видим, что определенный эксперимент приводит к тому, что создается очередная мощная бомба, мы его останавливаем. А если наш эксперимент приводит к тому, что можно быстро заменить больной орган, это будет доступно всем, тогда мы развиваем это направление и так далее. Соглашусь. Ну, помимо шока будущего, да, он как раз говорил о том, такие, наверное, важные тезисы, когда он описывал в «Третьей волне», это чуть позже была написана книга, в 80-м году, да, он как раз рассматривал общество как смена вот этих волн, вот, и говорил, что тоже она такая футуристическая, говорил, что массовое производство будут уступать место нишевым историям, да, то есть, например, массовые медиа будут уступать место таким нишевым продуктом, да, будет персонализация информации, персонализация потока. Конечно, там в 70-е, 80-е годы вообще сложно представить персонализацию информации, да, потому что это ты сейчас говоришь, что я подписан на Иванова, Петрова и Сидорова, кто бы эти люди не были бы, и я читаю только их, и я таким образом персонализирую, да, то есть я создаю свой пузырь иногда, ну, мы все живем в информационном пузыре, у каждого свой пузырь, вот, и я потребляю информацию сугубо персонализированную. Более того, сейчас любой алгоритм настраивается таким образом, что после первого запроса ты видишь только то, что ты спросил, и дальше у тебя все это суживается и суживается. Сейчас уже все по-другому, по крайней мере у нас. Вот. Алгоритм подсовывает то, что мы не хотим. Я вот на своей социальной сети вижу, я не вижу те аккаунты, на которых я подписан. Я вижу каких-то непонятных, незнакомых людей. Я все время пишу, кликаю, неинтересно, уберите. Интересно, они продолжают. Чисто рекламный маркетинг. Вот алгоритмы определяются теми, кто держит систему, держит сеть. Да, здесь я соглашусь. Но в целом, если мы говорим про какую-то новостную историю, ты можешь себе ограничить, подписаться на 3 канала и читать только эти 3 канала. Но тогда мы просто уходим в эскапизм. Да. Вот что интересно, вот эта вот абсолютная свобода, которую постулировал капитализм, как раз вот начиная в те годы, 70-е, которая была подогреваема стремительным техническим прогрессом, они обещали, что мы сможем сделать уникальные информационные потоки, уникальную одежду, и все это будет бесконечное разнообразие. Но хитрые люди, сильные мира сего, которые держат эти корпорации и так далее, они-то смекнули, что а зачем? Это же им невыгодно, это человек не будет покупать то, что они продают, им лишнее морока для того, чтобы удовлетворять наши истинные потребности, они стали под видом наших желаний, потребностей нам навязывать свои просто продукты. И ограничивать истинные наши желания. И вот культура отмены, всякие санкции, штрафные, цензура, нецензура, все это дело заставляет нас потреблять, покупать и даже производить только то, что велит, значит, нынешняя правящая управленческая элита. И больше ничего. Ну, плюс-минус, да, индустрия, потому что все стало индустрией. Мы это несколько раз, да, обсуждали, поднимали эти вопросы в нашем культурном шоке, потому что, безусловно, точно так же, как и с кинематографом, и с литературой, и много с чем еще, очень часто направлено на то, чтобы это либо приносило доход, да, и как бы все посмотрели, и тебе надо посмотреть, и все это, опять же, завязано на доход, а мы прекрасно знаем, что иногда вторым-третьим экраном с рейтингом 1,05 действительно проходят какие-то великолепные истории мимо, но они не прибыльные, без, там, не знаю, там, ну, это дело даже не в удостоверении в прокатном или что-то еще, вот, которые просто прошли мимо, и никто их не заметил, потому что они были какие-то малобюджетные или что-то еще, и никому ничего не принесли. Вот, и потом, спустя какие-то, ну, вот я иногда вижу статьи, когда, боже мой, а вы знаете, 15 лет назад вышел такой фильм, но почему-то его никто не смотрел, но он же гениальный. И ты думаешь, действительно, он же гениальный, но вот как-то не сложилось, например. Ну, это
объективные сложности процесса, Да. с этим ничего не поделаешь. Это Но да. вот то, что под видом свободы выбора, на самом деле, мы имеем достаточно тоталитарную структуру навязывания продукта. И даже, допустим, то, о чем Тофлер описал, то, что было абсолютно незнакомо советскому человеку тогда, это быстрая смена просто товаров на полке. Вот мы сегодня это прекрасно знаем, когда любимая марка, любимый сорт, он просто исчезает и заменяется на аналог, на что-то другое. Мы не можем на это никак повлиять. Казалось бы, вроде мы знаем, мы вот покупаем, и мы знаем людей, которые пользуются это, а это все исчезает, потому что нужно, чтобы постоянно вот это бурлило. Псевдопроизводство. Псевдоиндустрия, которая заточена только на производство вот этого аморфного капитала. Деньги, которые потеряли суть, вот, но наращивают скорость оборота. Абсолютно не для людей. Будущее Тофлера, правильное развитие, оно должно помогать людям достигать все большего и большего могущества на самом деле. Но он человекоцентричен в этом смысле. Да. Обычный человек, действительно. Вот обычный человек в пригороде, там, который после работы необременительный, неубийственный, тяжелый, там, он может, значит, буквально заказать, да, действительно, свою модель кроссовок, там, значит, как, например, да. чуть ли не снять собственный фильм, написать научно-фантастическое произведение. На этом настаивает Тофлер. Нужно развивать именно научную фантастику как вид искусства, потому что это помогает промыслить будущее и так далее. Свободный человек, который пользуется вот этими техническими фишками, новыми опциями для того, чтобы развиваться и делать свою жизнь интереснее. А мы вместо этого получили общество новых закабаленных невидимыми силами людей, которые потребляют то, что им дают, буквально как вот свиньям в лоханку. Скотный двор, опять-таки, один и тот же скотный двор. Это да, и об этом же и франкфуртская школа писала, и Адорно, и Маркузе, когда вот, пожалуйста, у вас сокращение, да, там, рабочего времени произошло, уже никто не работает по 12, по 16 часов, но это, да, на первой половине 20 века. Вот, рабочим высвободили время, чтобы он развивался и что-то еще, но все это получается, да, там как раз это все легло на бурное развитие массовых коммуникаций, да, в том числе там и телевидение уже потом пошло, а человек, у него освободилось время, но не все пошли саморазвиваться, да, он пошел потреблять очень часто низкосортный контент, да, поэтому как бы, то есть он все это закончилось, и он чем занимается? Он идет потреблять, да, он потребляет в прямом и переносном смысле, либо это информационный контент, либо это продуктовая, да, какая-то история. И все опять это закручивается, и ничего не происходит. Это точно так же новая такая кабала, как ты говоришь. Ну, он просто абсолютная функция. Он на работе он произвел определенный, значит, набор алгоритмов, а в частной жизни, в свободное время продолжает служить вот этой шестеренкой в механизме бесконечного воспроизводства капитала. Ну, потому что там он получил, тут он заплатил налоги, здесь он потратил, опять же, все это легло в оборот и пошло дальше, дальше, дальше. Ну, у нас натуральное хозяйство сейчас вряд ли кто-то Натуральное хозяйство, оно, как говорят, как говорили мне знающие люди, оно сегодня, разумеется, существует в очень таких локальных масштабах, потому что оно не может справиться с запросами рынка. Но в целом при изменении общей конъюнктуры, а его можно, конечно, поднять на новый уровень, хотя, допустим, сегодня уже промышленно производится искусственное мясо, не какое-нибудь соевое, а синтезированное. Оно, ну, как говорят специалисты, якобы такое же, как настоящее, только оно буквально выращивается. Это новые технологии. Есть уже фабрика в Европе, есть в одной из азиатских стран. Ты готов? Ты к этому готов? А я, кстати, это приветствую, потому что если оно действительно идентично, оно может быть гораздо лучшего качества, чем те псевдомясные продукты, отравленные нитратами и прочим, как и, допустим, растительная пища, которая производится вот на потребу всем. Вот у нас же очень низкого качества сегодня вся продукция, то, что доступно массам, оно просто зачастую вредное. Вот.
Субпродукты – это вообще отдельная история. Мы химически, люди современные, сильно изменились. В чем-то мы стали сильнее, продолжительность жизни, конечно, общая физиологическая молодость продлилась, а в чем-то и слабее мы. Вот, допустим, аллергические заболевания сегодня, они на пике. Потому что очень много мы победили как бы старые болезни, которые косили раньше там миллионы, но мы приобрели новые определенные, эти самые ахиллесовые пятки по всему телу, и, в общем, все это очень диалектично. Но вот какой может быть урок от Тофлера позитивный нам? Нужна обязательно та сила, которая будет охранять и защищать нашу свободу. А свобода, она постоянно расширяется. А вот это стражи свободы должны быть. Тебе не страшно от этого словосочетания? Меня захватывает дух. Я сам готов быть стражем свободы. То есть я на индивидуальном уровне этим и занимаюсь. Да, мы получаем свободу выбора, но к ней нужно относиться крайне ответственно. Ответственно. Наверное, ответственность именно, это в первую очередь самоответственность, самодисциплина, самосознание. Нужно иметь волю и потреблять то, что тебе полезно, и волю отказаться, и просто отринуть, с гневом отринуть, и даже запретить то, что вредно. Вот это вот свобода будущего. Иначе нас будут порабощать до бесконечности и превратят просто в биоматериал, в прямом смысле. Мы лишимся своих естественных функций, будем пребывать в неподвижности, как это показано в фильме «Матрица», который тоже можно назвать весьма успешным футурологическим моментом. В целом, да. Но не забудем про футуристов, то есть художников. Как я уже говорил, Тофлер настаивал на необходимости развития научной фантастики, все, что с этим связано. И, как мы видим, в общем, это развивается. Но в большей степени, наверное, в плане антиутопий. Пугать гораздо более коммерчески выгодно. Конечно. И сложно, наоборот, выстраивать такие сценарии будущего и на бумаге, и на экране, которые бы при своем, явном таком позитивизме и хорошем финале этого произведения не выглядели бы пошло и бессмысленно. Мы вообще лучше умеем разрушать, убивать, нежели созидать и создавать. Создавать ужас. Вот это это проще всегда. Вот это иногда необходимо, и это проще, чем созидать действительно серьезные вещи. И вот здесь как раз футуристы, как художники, они играют первые скрипки, они первостепенные. Они должны дать изначальный огонь идеи, который потом разогреет мозги изобретателей, инженеров, программистов и так далее. Это будет та программа будущего, которая захватит огромные массы для того, чтобы они уже готовили тот же рынок, для того, чтобы вот эти вот полезные вещи, изобретенные, были востребованы. И таким образом сильным мира сего, правящим корпорациям будет поставлен ультиматум со стороны общества. Мы хотим вот это. Не то, что вы нам готовите очередные цепи со стразами, а мы хотим вот это. Вот новые крылья свободы хотим. Каждый месяц обновление давайте вот это. Каждый месяц новую свободу. Да. Каждому свободному по свободе. Отлично. Вот. Но, конечно, когда мы говорим про футуристов, все-таки это такое понятие, когда все-таки связано с началом 20 века, очень классически связывают, которые говорят про художников, поэтов начала 20 века. И там тоже были разные течения, в том числе, наверное, самые известные. Для тебя кто самый известный футурист, кстати? В Италии это Томмазо Маринетти, а в России Владимир Маяковский. Владимир Маяковский. Да. И, конечно, вот это начало, как пощечина общественному вкусу, и сейчас мы даже найдем эту цитату, бросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности, это 12-й год, это манифест пощечины общественному вкусу.
конечно, Маяковский, и, ну, и где-то и Велимир Хлебников, да, в общем-то, связаны с тем, и Бурлюк, и Кручёнок, да, которые, когда люди экспериментировали со словами, со звуками, да, пытаясь убрать смысловую историю, оставить только звучание, ну, все знают, да, вот это «дыр-булшил» и так далее, да, как манифест освобождения слова от его значения, да, тут такая еще и семиотическая история, мне кажется, накручивается, да, ну и, в общем-то, и Бурлюка, да, называют отцом русского футуризма, такой был, мне кажется, очень один из, в том числе, знаковых персонажей этого периода. Вот. Но он эмигрировал потом, и как-то там тоже не очень все гладко сложилось, но тем не менее был такой эпатажный господин. Вот. Ну тут судьбы европейского футуризма и русского, они диаметрально противоположны. И тот же Маяковский, Маринетти – это идеологические враги прежде всего. И наш футуризм, он был более экспрессивен и более основан на классическом фундаменте. Вот почему Маяковский выкидывает Пушкина там с Толстым, потому что он с ними конкурирует. Европейский футуризм, который возник чуть раньше, он вообще абстрагировался от всего этого, он был сразу очарован техникой. И вот сегодняшний человек, ну, практически там большинство людей, они вот стихийные футуристы, потому что сегодня все очарованы, одержимы техникой, мы ей пользуемся, и вот те исторические футуристы были бы в восторге. Но тогда они восторгались новыми гоночными автомобилями, они наслаждались звуком моторов, видом, значит, промышленных труб, целых промышленных кварталов, и реально они там, естественно, вот промышленная революция, она уже как бы на самом пике происходила. У нас, как мы знаем, только советская власть, она вот этот процесс индустриализации начала, а, собственно, в культурном плане большевики, они больше сразу стали опираться все-таки на классический фундамент, потому что поняли это в плане воспитания людей первостепенно сегодня. То есть на Бурлюке ты, конечно, это самое... Безусловно. Неграмотных людей не научишь ничему. Да. И поэтому здесь разные стартовые возможности. Но и тех, и других сближает безусловный восторг и позитивное отношение к прогрессу. Прогрессу именно техническому, бесчеловечному. И в этом же кроется и опасность. И они все проиграли так или иначе, потому что просто поклоняться великолепной машине нельзя. Она либо, значит, перестает работать, и тогда это превращается в карго-культ, либо подавляет, как мы видим. Вот. И футуристы, они тоже ждут, наверное, своего нового осмысления. Хотя мы сегодня все технические, стихийные такие футуристы. Здесь скорее я вот хотел бы упомянуть обязательно Эрнста Юнгера, который как раз где-то в начале 30-х годов написал книгу «Der Arbeiter», переводится как «рабочий» или «труженик», и там он написал концепцию 20 века, нового будущего, тоже основанного на безусловном техническом прогрессе, и место человека, которое он обозначил именно как труженик. Вот он, как романтик, он описал желаемое будущее, угадывая уже как бы некие вещи. Он написал, что вот в этой ситуации каждый человек труженик. Это может быть рабочий, может быть премьер-министр, художник, кузнец и доярка. Мы все трудимся, производим, и это благородно. То есть вот уже такого примитивного, вернее, негативного отношения высших классов к низшим, потому что вы работаете, а мы правим, не будет. Свобода, технический прогресс обеспечивает всем людям новый уровень свободы. Нужно ему соответствовать. Нужно тем, кто не умеет, учиться, трудиться, да, вот, и так далее. Техника, человек, они идут как бы вот должны идти в паре. Но технику нужно контролировать. Но интересно, что современные концепции футурологические, они, конечно, большей частью связаны именно с технологическим развитием. И, конечно, есть, которые уходят в космизм, да, в колонизацию космоса, есть, которые, конечно, говорят про искусственный интеллект уже много лет и прогнозируют там, на много лет вперед развитие там, и биотехнологий, и нанотехнологий, вот такие точечные предсказания есть. Но возвращаясь, кстати, к другу нашему Тофлеру, надо сказать, что он... Только я не помню, по-моему, в «Третьей волне» как раз описывает в том числе и работу на удаленке. Ну, то есть это, конечно, не так звучит, как сейчас, и вот эту свободную занятость, да,
какое-то есть специальное слово, я забыла, как называется. Человек, который частично занят, но не устроен на работе нормально. Самозанятый? Нет, не самозанятый, честно. Аутсорсинг есть. Нет, аутсорсинг – это другое. Сейчас мы вспомним это прекрасное слово. Лентяй. Лентяй, хорошее Бездельник. слово, и бездельник, да. Частичная занятость, когда вот поработал, заработал, потратил, отдохнул, пошел работать. Это вот да. великая иллюзия. О ней хорошо очень Маркс писал еще в Да. «Капитале» в то время. Он описывал ситуацию, когда на каком-то швейном производстве часть сотрудников как раз отправили на удаленку. И им сообщалось, что вы теперь, потому что вы не будете тратить время на дорогу, вот, вы будете иметь больше свободного времени, я вот детали, конечно же, забыл, но он там предмет на цифрах описывает, как это было не так. На самом деле эксплуатация тех, кто на дому, усилилась, потому что им не отвели уже действительно время на дорогу, их загружали по полной программе, какие варианты работы или увольняйся. В принципе, мы знаем, что сегодня современный удаленщик, начальник звонит в 3 часа ночи, надо, пожалуйста, тот же выбор, работай или увольняйся, авралы. Дедлайны, они могут постоянно сдвигаться. Да, срочно всем Да, все надо, отпуск, болезни. У тебя уже нету отдыха на путь от работы домой, из дома на работу. Ты вечно сидишь, и все, тебя можно эксплуатировать 24 часа в сутки. Мы все с этим столкнулись так или иначе в период пандемии COVID-19. Я сопротивлялся, я городской партизан, мне повезло. Моя тогдашняя работа, она позволяла, у нас был QR-код, и я выходил, как в фильмах про зомби-апокалипсис, в пустынный город и ездил. То есть я в изоляции совсем недолго сидел. 3 недели у меня был карантин, а все остальное время я вольно, передвигался. И это дало очень сильный экзистенциальный опыт. Я могу сказать, что я знаю людей, которым нравится работать на удаленке. Их в моем окружении не так много, но они есть. И они ищут работу даже. Они при смене работы, первое условие, это высокооплачиваемые сотрудники, но первое условие при смене работы, при собеседовании человек просто пишет, говорит, что удаленка. Никаких офисов, ничего, я работаю только из дома. И это такой базис. Это классический писатель, какой-нибудь композитор. Смотри, ты не поверишь, нет. Раньше те, кто работали на удаленке, а сегодня, это пространство свободы, конечно. Но это, как я уже говорил, имеет и свои минусы. Кому что нравится, это выбор. Да, это тоже выбор. Это Да. тоже выбор, это тоже свобода. Просто психологически это вредно, на самом деле. Потому что человек постоянно находится, на самом деле, на рабочем месте. У него нету смены обстановки. Я согласна. Да. У него нет переключения. Прекрасно приехать после работы домой или куда-то еще и понять, что это совсем твое свободное время, твое свободное место. Если ты просто тупо встаешь с постели, и ты сразу за работой, это может привести к серьезным психологическим изменениям. И технологии, и телефоны, и смартфоны сейчас вам позволяют проверять почту в 3 часа ночи, и рабочий чат может ожить в 11 вечера внезапно. 24/7 заняты, на самом деле. Свобода коммуникации, свобода выбора привела к тому, что мы все работаем круглосуточно. Кто сколько урвал сна, тот, только отдохнул. Кто научился телефон на беззвучное ставить и блокировать, да? Нет, это смотря какая фирма. Если Да. на некоторых... Я видел такие ситуации, когда, условия, что начальник должен всегда знать, где ты находишься. Неважно, это твое свободное время, он может позвонить, проконсультироваться или, например, узнать, в каком ты состоянии. Это эксцессы, но это может развиваться. То есть, по факту, мы все, нравится нам это или нет, загружены в потреблении и производстве не в своих интересах 24/7. Реально. Это к этому привело развитие капитализма на планете Земля. Сейчас сегодня. должна быть, фраза «Куда катится мир?» Катится мир. Мир, а катится ли он вообще? Хороший вопрос. Но давай, наверное, чуть-чуть времени все-таки посвятим писателям-фантастам. Все-таки писателям, тем более про них и Тофлер говорил, и Угу. режиссерам. Потому что, мне кажется, как раз время Тофлера, когда он писал,
наверное, там, может, чуть раньше и позже, такой, мне кажется, был пласт, да, именно хорошей, качественной научной фантастики. Мне сейчас сложно говорить, я не знаю, что вышло в последние там, 10 лет в этой сфере. Вот. И мне кажется, что кинематограф очень многое, конечно, заменяет. Но мы же прекрасно помним историю, когда научная фантастика, она заменяла, я не знаю, мне кажется, вплоть до классической литературы. И были люди, которых называли классиками, и до сих пор их называют классиками фантастики. Хотя я думаю, что Макс вернется, потому что без тебя мы не стали это делать, и без Макса мы не будем делать. Но мне кажется, обязательно все-таки тему про такого вот этого guilty pleasure и постыдного удовольствия, я очень надеюсь, что мы рано или поздно сделаем, потому что вот это вот социально неодобряемые истории, то есть классику читать типа ок, а вот детективы и фантастику, знаешь, там этот низкий жанр, вот туда, вот куда-то, вообще любить детективы. А разве это сохраняется так? Ведь многие произведения фантастики детективов уже чисто по времени это сейчас-то, конечно, уже стали, конечно. Но если мы сейчас вернемся там на 50 лет назад... Вообще, клеймо классика, она обезопасивает литературу или там кино, потому что классика, она это такая неприкосновенная. Хотя у нас есть режиссеры, которые, знаешь, как прикоснуться к классике, лучше бы не касались бы. Вот, допустим, человек смотрит, он или читает Достоевского или Толстого, и у него иногда такой, нифига себе, это же прямо прорывная вещь. А тут он смотрит, это классика. Нет, это уже все давнишнее. С классикой тоже нужно осторожно. Игра в классике. Игра в классике, потому что все классическое когда-то было взрывным, подрывным даже, запрещенным. Лев Толстой был вообще отлучен от церкви, а церковь тогда была государственным ведомством. Мы понимаем, это просто страшное клеймо. Вот. И поэтому многие произведения русской классической литературы поставили именно на полку классиков советская власть. Она сняла с них клеймо запрещения. Коммунисты, они подарили народу, научили народ грамотности и подарили им эту литературу. И, кстати, многим народам вообще литературу подарили вместе с письменностью. Потому что строительство по-настоящему светлого будущего коммунизм предполагает активную вовлеченность не на правах, не на функциях слепого и тупого исполнителя, а на функциях полноценного творца. Конечно, борьба с безграмотностью это была одна из таких генеральных линий, в общем-то, чего ж. Вот, и это тоже вызывало восторг и уважение со стороны таких истинных визионеров, как Тофлер. Это все понималось. Конечно. Прекрасно. А вот что для себя из литературы, из кинематографа, может быть, в детстве, казалось такое, боже мой, неужели такое когда-нибудь будет? Вот что-то было такое шок, боже мой, неужели так это не нафантазировали, а вдруг такое правда будет? Может быть, что-то сбылось из того, что ты читал, что-то ты видел? У меня вообще такое парадоксальное было восприятие. То есть я рос, воспитывался в атмосфере не то что какого-то поклонения космосу, космическим исследованиям, а в парадигме того, что, освоение космоса, оно происходит, и, наверное, может быть, и мне придется ступить на другие планеты. Это обыденность. То есть включаешь, я помню, телевизор, маленький, там космонавты, прямое включение из космоса. У меня конструкторы, у меня дядя, геолог, астроном и так далее. Он эти метеориты какие-то привозил в свое время. Это для меня было просто обыденностью. Меня как раз в детстве пленяла древняя история. То, что неизвестно, тайна, как я хотел докопаться до сути, через что мы пришли в настоящий момент к такому великолепному, космическому бытию. И я до сих пор с таким пиететом иногда вглядываюсь именно в отдаленную историю. Я люблю и альтернативную историю. Все. А сегодня я понимаю, что мы недооценивали важность фокусирования на этой космической теме, воспринимали это как должное, и это все быстро обрубилось в один момент, исчез Советский Союз. И весь мир потерял. Сегодняшние, любые американские космические программы, они ведь сильно деградировали, они остановились в своем развитии,
остановились в целеполагании, потому что сердечник мира, который задавал темп, это красный сердечник Советского Союза, он исчез не забывай, из вида. еще и вот это как раз конкуренция историй в том числе. Да, то, о чем еще Сорель писал, говорил: рабочие капиталисты, не сбавляйте темпов борьбы. Капиталисты должны становиться злее, циничнее, сильнее, и пролетариат должен быть злее, значит, активнее бороться. И вот в этой борьбе через стачки, через сопли, баррикады, кровь и ругань родится блестящее будущее. Где-то там, в перспективе, в точке, мы можем даже о чем-то договориться. Но в конце концов все равно будет правильная светлая революция. И вот культурная революция, перманентное преодоление косности, консервативных каких-то, значит, таких цепей, за которые мы цепляемся, нас тянут назад, она должна происходить бесконечно. Об этом говорит и футурология, и об этом это утверждает логика истории, это мы видим просто сегодня на каждом шагу. Я тут, с одной стороны, соглашусь, с другой стороны, если все цепи обрубить, то тоже могут происходить довольно страшные вещи, потому что могут происходить разрывы между поколениями, могут утрачиваться традиции, и не это всегда. происходит естественным путем сегодня. Да. Разрыв поколений безусловен, потому что как раз технический прогресс, он делит поколения. Один человек не успел освоить за год новый гаджет, другой освоил, вот на тебе разрыв поколений, вот это вот сотовое устройство общества. Но это не совсем разрыв поколений. Да. Как это прямо-таки? Ну, это если мы говорим про разные поколения, а если мы говорим про одно, в рамках одного, это еще разный доступ к ресурсам, это в том числе связано, с разным покрытием, если мы говорим про сеть, интернет и так далее, разный доступ к гаджетам и прочее. Технологический разрыв, цифровой разрыв, он существует, безусловно, он очень сильный, и он может усиливаться. Но когда мы говорим про, мне кажется, культурные революции, тут еще важно учитывать, что вот эти пресловутые скрепы, про которые очень часто говорят, что вот является вообще цементом, связующим для, например, народа, для нации, для любого государства. Очень часто культурные революции настолько рвут, что Представь себе людей, нацию, которая скреплена цементом. Это страшная картина. Людей не скрепляет цемент, люди действуют, может быть, площадь не перепутать. А нам как раз чиновники и корпорации транснациональные в время впаривают цемент или суперклей между нами. Мы или же умираем в скученности, культурной, или пытаясь разорвать, мы травмируем себя. То есть материалы тоже, о чем писал Тофлер, материалы, технические средства надо использовать правильно. Традиция. Великолепно ты затронул тему традиционных ценностей. Сейчас же все я вообще-то не традиционные ценности, но про традиции. Смотрят и обсуждают «Одиссею» Нолана. Я не знаю, успела? Я еще не успела, нет. Я уже успел, все в пиратском виде, естественно. Ты же знаешь, я же пиратский не очень. И, взялся перечитывать первоисточники, начал с «Илиады» прямо. Я был фанатом «Илиады». На языке оригинала? Да нет, конечно, там в переводе Гнедича. В классическом. Разумеется, да. Я фанател от «Илиады», «Одиссеи» лет в 10, я помню. Для меня это просто было... Я даже писал стихи в подражании. Первый мой стихотворный опыт – это был подражание Гомеру. Я тогда не обратил внимания, а сегодня я прямо был поражен этим открытием, приятно поражен. Гомеровский эпос – это традиция в чистом виде. То есть то, что называется традиция, когда человек живет в понимании взаимосвязи своей с природой, с богами, с природными силами, с сверхъестественными, как он их называет. Он не слепо боится и преклоняется перед чем-то неизведанным, а понимает, он спорит с богами, бессмертные. Боги отличаются от человека по Гомеру только тем, что они бессмертны. Их можно ранить. Они истекают какой-то белой субстанцией, потому что они не как люди жрут всякую дрянь, а пьют амброзию, соответственно, у них чистая это есть. А они потом улетают на Олимп, залечивают раны и спорят между собой. Злой Зевс, и своего отца заточил в Тартаре и грозится всех, кто будет против. То есть это бесконечная демократия.
время описанное и время создания Илиады, Одиссеи, исследователи говорят, что время создания – это примерно 8-7 века до нашей эры, а происходит дело в 12-11. Это еще совпадает с катастрофой Бронзового века. То есть непонятным образом произошли, значит, целый ряд климатических изменений, нашествие неких народов моря, крушение вообще или кризис всех известных цивилизаций. Некоторые на несколько сотен лет потеряли даже письменность. Ну и заодно Трою, значит, грохнули там. Вот. И не одну. Описывается абсолютно свободный социум, где женщины, мужчины, старые, молодые, цари, неважно, все спорят друг с другом, могут оспаривать, могут доказывать свою правоту. Боги, значит, тут же взаимодействуют. И вот что такое живая традиция. Это огонь, это постоянный риск, это борьба. Но это понимание, как да. ты говоришь, свое место здесь, свою связь с прошлым и с настоящим и будущим. Это понимание, значит, опять-таки, полезности или неполезности тех или иных средств, которых мы достигаем цели, что описано как раз в Илиаде. Война, которая, с одной стороны, считается достойным делом истинных мужей, но когда она потеряла уже смысл, и средства, которыми она ведется, потеряла смысл, и боги уже не помнят, зачем это и все. Она превращается в ярмарку тщеславия, которая заканчивается трагично. Вот традиционный взгляд. Уже, значит, период эллинизма, он представлял совсем другое общество, когда вот эта развитая финская демократия, власть вооруженных, имущих свободных мужчин, рабовладельческое общество, уже безусловная определенная монополия жрецов на истину, совершенно отвлеченные боги. Кстати, в фильме вот этом Нолана они названы мнимые боги. Они уже к тому времени, ко времени развитой финской демократии стали мнимыми. И вот это все как бы отчуждение человека от богов, от традиции, время создания традиционных ценностей. Надо просто, значит, помолиться Зевсу. Через жреца, через храм обязательно. Надо, значит, отдать почести начальству. Просто так вот. И вот это весь вот этот мир лжи, мир будущего капитализма, он уже начался. И вот нам втюхивают традиционные ценности, как бирюльки, как акции, как некий эквивалент или ярлык на право нахождения здесь. С одной стороны, я с тобой соглашусь. Традиция совсем другое. Огонь традиции притушен. И вот как раз в этот момент, вооруженные футурологией Тофлера, мы, как Прометей освобожденный, вырываемся из мрака обусловленности, необходимости и можем вырваться на простор свободы истории с огнем традиции. Но, тем не менее, сохраняя традицию. Так ее надо спасти, освободить. Она в нас, она в определенных каких-то нарративах, в культурных пластах, которые нужно вновь поднять, вернуть себе классику. Но если вы ее разорвали, все, что вы... Вернуть детям, а классику людям, чтобы она вновь живая была. Если все разорвать, можно все потерять. Нет, смотри, не все. Во-первых, что-то необходимо обязательно разорвать. Конечно. Как, допустим, упаковку можно аккуратно, можно дерзко, но снять. И вообще человек, он рождается определенным образом, разрывая прежние оковы, прежнее вместилище. Да, и не только человек. Все, вот из яйца вылупляется. Новое, оно постоянно немного травмирует старое. Без этого никак не получается, но при этом все равно, мне кажется, должно быть бережное отношение. И современный технический прогресс позволяет нам не то что бережно, а максимально безопасно. Даже заменить какие-то травмирующие опции максимально безопасными и, наоборот, усиливающими могущество человека опциями. Но это нужно сделать доступными. А вот корпоративная власть, сегодняшняя власть транснациональных корпораций, она препятствует этому. Она делает безумно дорогими лечение от болезней, которые может спасти миллионы людей. Она делает безумно дорогими технологии, которые позволили бы вообще исключить голод на планете Земля. Она бесконечно огромное количество ресурсов, имеющихся у нас, делает
делает достоянием немногих, что заставляет остальных людей, миллиарды людей страдать, воевать и вот бесконечно крутиться, как белки в колесе сансары, производя им капитал. Вот эта проблема, о которой говорили и Гомер, и Тофлер, даже капитализм, он такой, как говорится, беспощадный. Вот мы сегодня как раз в той точке бифуркации, когда беспощадность и бесчеловечность капитализма абсолютно очевидна всем. Абсолютно и не всем. Только сегодня, мне кажется, все-таки это и уже вот на какой-то момент. То, о чем я уже рассказывал несколько раз в эфирах и говорил тебе перед началом эфира. Режиссер Уве Болл, который снимает фильмы о беспощадности капитализма и необходимости борьбы с ним любыми средствами, это существует. Художники даже в условиях диктатуры монополий находят лазейки, в том числе в налоговом законодательстве, чтобы снимать фильмы. И вот это нужно поощрять. У нас нет хорошего госкино, допустим, которое снимает фильмы, которые мы хотим видеть. Придется, наверное, в складчину. Вот мы, условно я говорю, можем, объявить сбор и заказать у Макса Романовича хороший фильм, который мы хотим. Я вот пишу песни, которые я сам хочу услышать, потому что никто их не напишет, да. Вот, многие... ты же пишешь не только для себя. Получается, скорее всего, для себя и еще для пары людей. Я так, потому что ответа нет. Алгоритмы против меня. Система транснационального капитализма против меня. Мы все, на самом деле, все лишние. Как только человек ставит под сомнение свою функцию производить капитал для чужих, он тут же становится лишним. А если он еще и прекращает вот это вот потребление бесконечное и ненужное себе, он становится просто врагом транснационального капитализма. И он буквально выкидывается, безжалостно выкидывается из этого мира. А мы должны создавать свой новый мир, потому что лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты никогда. Да-да-да-да! Я думаю, что вот на такой вот высокой ноте, да? Да. Классической, ведь «Интернационал» классика. Классика. Уже давно, мне кажется. Мне кажется, уже давно. Классика, которая жива. Да. Как живая традиция. Как живая традиция. Сохраняя, традиции. Это был слоган какого-то вуза. Верен традициям, открыт к инновациям. Не помню, какого вуза, не так давно где-то видела. Наверное, он уже закрылся, может быть, прогорел. Нет, говорят, это государственный вуз, он работает, все нормально. Удачи им. Удачи им, да, вот. Я думаю, что на этой оптимистической ноте о том, что все-таки, глядя широко открытыми глазами... Можно иногда с прищуром. Но в светлое будущее. Да мы его построим сами. Да, только мы построим. Только мы и построим то самое светлое будущее. Наверное, вот на этой оптимистической ноте про будущее, про Тофлера, про футуристов, футурологов, про... Кого вспомнили, и Маяковского вспомнили, но не вспомнили... И даже Томмазо Маринетти. Да. И Гомера. И Гомера, и, да. В общем-то, на самом деле, всю классику, и Желязный, да, и в общем-то... Гарри Гаррисона, безусловно, моего любимого. Кстати говоря. И где-то Стругацких, наверное, любимых или нелюбимых, и много кого еще, и кто снимал фильмы, наверное, это люди, которые давали надежду нам, да, что что-то может измениться. И очень часто, кстати, фантастические фильмы, они же не всегда были трагичными, они очень часто были про какое-то другое будущее. Да, то есть, что мы что-то откроем, что мы что-то вылечим, полетим в космос. А это прямое задание, да? Это не просто надежда. Это они показывали, как этого можно добиться, в том числе, если даже технические средства могли вызывать и тогда улыбку, но духовный настрой, дерзость сотворения будущего на основе, кстати, живой традиции, а не мертвых ценностей, это вот воспитывалось. И вот я, как я говорил, впечатление детские, что, это неизбежно. Вот это воспитывалось. И нужно было, конечно, цепляться за это и продолжать. Кстати, робототехника, да, и вообще как развивалась робототехника. Сегодня и журналы, роботы доставляют еду, они опошлены. Вот эта робототехника, да. Но тогда-то это была совсем другая история. Да, или как мем в интернете, что помнишь, смешной такой робот, который доставщик еды? Нет, который в «Звездных войнах» пищал он постоянно. Он сегодня там то пылесосом изображает, то доставщиком еды. Да, все даже техника поработилась. Потому что люди
которые могут дерзать, творить будущее, они отказались от этой рабочей мечты. Но люди остаются людьми, потому что мы же с тобой... захватили мейнстримные механизмы реализации собственных темных замыслов. Да, но люди всегда остаются людьми, потому что мы знаем прекрасно эти видео, как несчастный робот-доставщик не может преодолеть бордюр, и всегда добрая бабушка поможет ему забраться на какой-то бордюр. Вот, еще у него такое очень милое, улыбающееся. Можно сказать, что у него лицо? Да, почему бы нет? Молдавка. Мордавка. Мордавка. Хорошо. Мордавка. Вот. Как это? Интерфейсик. Интерморда. Интермордашка. Вот. Отлично. Хорошо. Так можно фильм назвать «Интермордашка». Это будет, значит, синтез фильма «Мордашка» и «Интердевочка». Ну, я-то поняла, конечно, это тонкий юмор. Это для молодого поколения. Я знаю, что некоторые молодые люди нас смотрят с интересом и любят, и поэтому вот... Я очень... Это всегда очень приятно. Вот. Большое спасибо. Сегодня мы были вдвоем с Федором Бирюковым, политическим обозревателем, музыкантом, композитором. И прекрасный прекрасный специалист по социокультурным коммуникациям, кандидат исторических наук, бесподобная мастерица фабрики будущего, на самом деле, Любовь Цыганова. И Максим Романычев, привет тебе, братец. Привет. Всем спасибо. Всем банзай.